Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас у себя дома. Этим видео я открываю новый плейлист, который посвящаю формовым свечам. И в этом плейлисте я буду делать видео и выставлять видео, где я тестирую формы, разные формы свечей, силиконовые формы и изделия, которые из них получаются. Так что периодически мы с вами будем искать новые формы и новые изделия, чтобы нам такое сделать. В этом видео я буду использовать и тестировать две формы. Это форма Адониса. Это фигура из древнегреческой мифологии, кто забыл. Был один из известных красавцев, юноша, и по разным версиям мифов считался сыном богини Афродиты и бога Ареса. И форму девушки с завязанными глазами. Сейчас мы возьмем с вами соевый воск для формовых свечей и поставим его на водяную баню растопиться. В то время, пока у нас воск топится, я подготовлю свечи. В центр каждой формы я продену при помощи иглы фитиль. Фитиль у меня в виде нити, сделанной из хлопка. И, естественно, это подготовленный фитиль. Мне не нужно его обрабатывать, он уже готов к использованию. Фитили и формы я покупаю на сайте AliExpress. Очень удобно, быстрая доставка, и у меня к этому сайту претензий никаких нет. Отрезав определенную часть фитиля, чтобы можно было сделать элегантный бантик в конце изделия, когда мы уже вытащим готовое изделие, чтобы придать ему законченную форму. Поэтому я даю немного больше, оставляю фитиля, когда отрезаю его. Итак, когда у нас растопился воск, соевый воск, мы наливаем этот воск в формы, заливаем формы и даем остыть. Как правило, я заливаю свои формы, когда работаю вечером, и оставляю их до утра. То есть это где-то примерно 7-8 часов на то, чтобы форма свечи остыла и воск был готов к тому, чтобы можно было беспрепятственно достать изделие, не нарушив саму свечу. Что касается форм, когда я доставала девушку с закрытыми глазами, с повязкой на глазах из формы, сама силиконовая форма мягкая, однако же вам нужно будет определенных усилий, чтобы достать эту девушку из формы. Ну, с формой работать можно, несложно, но доставать изделие иногда бывает проблематично, иногда ломается носик. Во всяком случае, у меня у изделия иногда ломается носик. Но я еще набиваю руку и надеюсь, что в скором времени я смогу беспрепятственно доставать изделия из формы. Так что, девочки, если у кого-то что-то не получается сразу, не отчаивайтесь. Главное это что? Не сдаваться. Правильно. Вторая форма, форма Адониса. Несмотря на то, что форма и сама свеча больше предыдущей свечи, извлекается изделие из формы очень легко и очень красиво в заливке, когда готовое изделие залито, достаточно красивая свеча получается. Я хочу вам сказать, что это видео, это первая часть видео, которое я записала для работы с этими формами. Во второй части, которая будет продолжением этого видео, я хочу показать вам, как мы будем работать с этими же формами Адониса и девушки с закрытыми глазами. Мы будем расписывать их акриловыми красками, и вот эту часть свечки Адониса, фигуры Адониса, мы будем покрывать поталью. Поэтому, если вам интересно, кому из вас интересно, как расписывать свечи акриловыми красками и работать с поталью, не переключайтесь, ждем следующего выпуска, я вам все покажу и расскажу. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы впервые у меня в гостях. Я очень рада новым подписчикам. И тем, кто подписан на меня, друзья, большое спасибо. Без вас мой мир был бы гораздо грустнее. Мне очень приятно делать
работать для вас, выпускать видео и делиться с вами какими-то идеями. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Хорошего вам настроения, новых изделий. И в следующем выпуске мы с вами будем знакомиться с Поталью, как с ней работать, что у меня получилось. Вот, в принципе, и все на сегодня. До следующего выпуска, друзья.